Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Мнёру, и сегодня мы говорим про iGoverse, самую лучшую и самую прибыльную на данный момент Move to Earn игру. И здесь я не слукавил, насчет самое лучшее дело каждого, но она самая прибыльная, и это факт. Но это видео, ребята, будет не хвалебное, это будет реальный обзор. Я уже день вожусь с этой игрой и много подводных камней узнал. И это видео будет состоять из двух частей. В первой части я постараюсь сделать просто обзор, но вряд ли получится это делать просто не наталкиваясь на некоторые подводные камни. Но во второй части я расскажу всю подноготную, всю грязь, опасности и сложности, которые есть в этой игре и которые вам могут не дать заработать ничего. Вообще, вы еще можете остаться в минусе, так сказать, ребята. Так что усаживайтесь поудобнее, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал и телеграм, потому что таких обзоров на ютубе найти очень сложно. Так, начнем с обзора и, скажем так, с положительных черт данной игры. Так выглядит основной сайт игры. У нас есть возможность установить игру как на Apple устройство, так на Google. Можно даже скачать APK, что очень удобно. И есть веб-версия игры. То есть много чего можно сделать прямо из браузера. В игре сейчас реально можно зарабатывать и окупиться за месяц, как вам скажут многие блогеры, но на самом деле больше. Я расскажу вам дальше, почему больше. Но она реально приносит больше, чем все остальные Move to Earn. Игрушку пиарит Моргенштерн, если вы помните, именно он помпанул довольно-таки неплохо Степану, и после его включения, может, естественно, не только его роль, но Степан, у нас 4 года сыпал бабки. Плюс сейчас реально маркетинг у них очень активный, и вообще у них система заработка в игре такая, что просто мега агрессивный маркетинг. Он просто вас за горло берет, если вы не рекламите игру, вы ничего не зарабатываете. В общем, сейчас самое начало хайпа, если вы решите после этого обзора заходить в игру, то заходить нужно либо сейчас, как говорится, либо никогда. Все разговоры по поводу того, что нужно было заходить раньше, это полный чёс и ерунда, потому что раньше доходности не было и никто не мог знать, что получится из этой игры. А вот именно сейчас она начала приносить, и прямо сейчас самый лучший момент заходить, если вы все-таки будете заходить. iGoop это токен данного проекта, и как вы видите, он, в общем-то, большую часть времени держится, вот его реально прям держит в одной цене, это там почти 2 цента. А первый день торгов это 8 декабря, то есть реально прошло там чуть больше месяца. Игра, конечно, была какой-то период там в закрытом бета-тесте, там какие-то задания в Дискорде. Некоторые люди там играют уже до 2 месяцев, но основная масса людей зашла в игру на протяжении последних там 2 недель. У игры есть как приложение на Android и iPhone, так и веб-версия, что очень удобно. Можно как с телефона заходить на веб-версию, позже покажу как, так и с компьютера можно зайти. Я регистрировался через Google аккаунт, давайте сейчас туда и зайдем. Когда вы делаете это первый раз на том же телефоне или же на компьютере, то у вас попросит ввести ваши приватные ключи, вашу сид-фразу, точнее, 12 слов, которые вы, конечно, должны были записать, когда вы создавали новый кошелек, либо импортировали уже существующий в само приложение Giverse, потому что с этим проблем не должно быть. Также там вверху была кнопка «Импортировать через приватный ключ». В левом верхнем углу нажимайте на голову игуаны, там первый пункт, у вас есть кошелек, и вот там есть пункт тоже резервное копирование, оттуда вы все данные можете взять. Я нажимаю «Продолжить». Переходим в само приложение. В общем, точно так же оно будет выглядеть у вас на экране, но вы можете из браузера зайти, как я сказал, веб-версия здесь работает, mobile.egoverse.com, касая Play, и вы заходите вот в мобильную версию. Так выглядит ваш стартовый экран. У вас здесь будет ничего. Чтобы начать играть, вам нужно нажать «Купить питомца». Давайте мы это сделаем, нажать «Купить питомца». И мы здесь видим всю основную информацию по питомцам. То есть сколько он стоит, сколько он приносит в день, сколько денег разблокируется, об этом чуть позже. Мы не получаем ежедневно 100% прибыли. Мы в день получаем там от 6 до 10%. То есть нам, по факту, первые 10 дней мы будем накапливать, будем получать там 10%, а потом через 10 дней мы уже, в принципе, будем получать всю дневную норму. Но часть денег у нас будет находиться в стейкинге, так сказать. Она будет заблокирована на 10 дней, там чуть больше. К этому дойдем чуть позже. Есть бесплатный питомец, но сразу скажу, им заморачиваться не стоит, потому что его кормить нужно за реальные токены. А если у вас там что-то не получается, то ваш питомец, в общем-то, сдохнет, и вы ничего не заработаете. Если вам уж совсем хочется попробовать, но деньги вы не готовы тратить, можете зайти на бесплатного питомца и его не кормить, он через 10 дней у вас там умрет или через сколько, и, в общем-то, забудете об игру. А может вам понравится, кто его знает. Так, еще про покупку питомца. То есть, допустим, мы тут выбрали купить себе коммоновского питомца. Нажимаем следующий этап. Нам предлагают здесь создать либо через фотографию, либо создать нашего питомца виртуального. Допустим, я нажму сейчас создать виртуального питомца.
Мы выбираем, кто это у нас будет. Допустим, это будет, не хочу, капибара. Ух ты, прикольно. Давайте капибара. Вот, тип рисования, вот 3D рендер, то есть можно много чего здесь выбрать. Можно выбрать аксессуар, какой-то выбрать контекст, типа вот там король, принцесса, все дела. Выбрать стиль. И давайте нажмем Generate. Интересно, что мне тут прям покажет. У вас есть, как видите, есть 10 попыток сгенерировать вашего питомца. Вот такие вот питомцы мне сгенерировались, и мне нравится, собственно говоря, первый. Давайте идем дальше. Придумаем ему name. Назовем его Кэпи, как была активность в Sui Network. Давайте next step. Вот здесь сразу нам показывает ранг нашего питомца. Кстати, мы, получается, здесь можем его изменить. Да, мы можем поменять редкость. Если я захочу сейчас выбрать редкого, то есть мне позволит это сделать. Это, короче, удобно. Также, видите, оно видит наш баланс. Когда мы регистрировались в игре, мы создавали наш кошелек. И покупка здесь идет именно за BNB. То есть на наш адрес кошелька нужно перевести BNB. Давайте заходим здесь в кошелек. Вот видим наш адрес. Заходим в MetaMask и переводим именно BNB. Ну, чтобы не заниматься внутри кошельковым обменом и так далее. Ну, в принципе, если вы даже сделали здесь, купили, например, ну, BUSD, USDT здесь нет, то, в принципе, вы сможете его обменять на BNB внутри приложения. Но лучше сразу переведите BNB, зачем вам эти лишние комиссии. Первый платный стоит $57. Он приносит 150 токенов iGoop и примерно 2.50 в день. Из этих 2.50 вам будут выдавать 7% в день. Ну, в течение там первого дня, потом оно будет накапливаться и будет все нормально. Важный очень момент, он жрет 57% от того, что заработал. То есть от 150 токенов iGoop, то бишь из $255, он сожрет 57%, ребята. Коммоновский питомец стоит почти $100. Он приносит $5 в день, но реально он будет сжирать еще 2.50. То есть и вот в этом, ребята, кроется главный косяк, да, о котором, может, многие на ютубе не говорят. Давайте вот перейдем, я в табличку составил для вас. Вот наши питомцы. Как видите, сейчас максимальная редкость это редкий. Но еще потом добавится еще целых, сколько там, раз, два, три, четыре, пять, еще 6 типов добавится. По факту редкий это, ну, средина. Я информацию брал из официальных источников, и они здесь чуточку расходятся. Смотрите, в официальном источнике написано 1915, а в приложении у нас написано 1893. Ну, то есть это как бы там пару процентов разница, на нее обращать внимание не будем. Информацию я брал вот отсюда, как видите, RAR 1915, но это, наверное, имеется в виду максимальный доход с учетом прокачки уровня вашего питомца. В базовом состоянии он 1896, ну, сами понимаете, это, короче, копейки. Там, ну, на $2 разница. Так 30 было, так 32. Я этого питомца купил, вам его как бы потом покажу, расскажу. Смотрите, что получается. Вы заработали 1915 токенов в день. Это равняется $32 в день. Питомец стоит, ну, я его покупал за 570. Вот 570 я его вчера покупал. Ну, в таблице у них он 600. И получается, что у нас окупаемость, ребята, делим 600 на 32, 18 дней. Вообще мега залетай, ребята, на все деньги покупай. Но если мы вот так вот сюда дело это подвинем, я сюда дописал вот это вот потребление жратвы. Как вы видите, бесплатный питомец вообще жрет 60%, вот скотина жирная, да? Сколько жрать-то можно? Но если взять, вот, допустим, редкого, он жрет 45. Коммоновский, анкоммоновский, ну, в районе 50 жрет процентов. То есть из этих вот $30 в моем случае 45% он сожрет. И, в общем, если мы от нашего дохода вот такого, допустим, $32 отнимаем 45%, у нас остается $17. Ну, чуточку больше, чем половина. И потому окупаемость у стартера будет 54 дня, у Common 42, Uncommon 38, Unusual 35, RAR 33 дня. Ну, это, в общем-то, все ничего плохого, правильно, ребята? Ну, нормальная, абсолютно шикарная окупаемость, как в Степан чуть ли не в лучших временах. Ну, в Степан в лучших временах там было меньше 30 дней, там 25 доходило, там 20 даже было. Но 30 дней на медвежьем рынке, и это только начало, такая окупаемость, ну, продлится по моим надеждам и расчетам, конечно, хотя бы месяц-два.
чтобы мы смогли это все дело отбить, потому я, собственно говоря, и зашел. Потому что реклама массовая пошла только сейчас, то есть наплыв людей пошел именно сейчас, и он не закончится завтра, и не закончится сегодня, как вы зайдете. Потому я думаю, ну какой-то запас у нас есть. Ну, допустим, даже если она накроется через 2 недели, то мы половину уже можем отбить, а потом, ну, питомец еще что-то будет стоить. А через месяц, то мы как бы отобьем и получим уже питомца по факту бесплатного. Вот потому я зашел. Ну, если ты такой рисковый и решил это видео дальше не досматривать, то переходи по ссылке в описании и воспользуйся вот этим реферальным кодом. 2% мне прилетит. Возвращаемся в игру, и теперь давайте уже посмотрим, как происходит процесс заработка. Вот есть у нас, допустим, наш питомец. Давайте, ладно, его вам покажу. Вот мой кот Василий. Там прикольно, что можно сгенерировать питомца какого-то там виртуального, нарисованного. Где тут, допустим, люди что-то тут постят, какие-то питомцы. Ну, вот тоже кто-то собаку выложил. Ну, собственно говоря, да, вот так вот они выглядят. Где тут наш основной сайт этот? Вот наш основной сайт. Вот если сгенерированные питомцы, они будут выглядеть вот так, как пример. Но люди любят использовать фотографии своих питомцев. Вы можете сфотографировать. Приложуха автоматически обрежет фон вашего питомца, потому что у меня он на фоне обоев, и предложит вам там подобрать какой-то фон из существующих. В общем, можете это как бы сделать без проблем. Питомца нужно каждый день кормить. Ну, вы поняли сколько, там около 50%, кому как повезет, иначе он там помрет, 10% в день теряется, если я не ошибаюсь. Также у него есть опыт, но прокачка опыта, сразу скажу, это такое спорное дело, здесь нужно разбираться вообще, стоит ли качать его или нет, потому что прокачка не бесплатная. Также есть возможность повышать уровень питомца, то есть повышать его вот этот вот ранг. Ну, на данный момент ранг своего повысить я не могу, но если вы, допустим, взяли бесплатного, его можно сделать анкамоном. Если взяли камона, сделать анкамон, если взяли unusual, сделать рарку. Но там нужно платить, и получается так, что дешевле, выгоднее сразу купить существо более высокой редкости, чем его прокачивать самостоятельно. Но об этом уже как-нибудь в следующем видео, ребята. С питомцем разобрались, переходим к игровому процессу, который здесь очень специфический. Давайте нажмем Start Playing. И главная особенность этой игры, то, чего раньше ни у кого не было, она просто берет вас за горло. Здесь очень специфические и кому-то покажется суровыми правилами. Ну, кто-то, может, кстати, этого не заметит. Это дело на любителя. 50% вашего дохода, вот видите, 50 энергии, максимум можно набрать 100, и потом ваша энергия обменивается на токены iGoop. И вот этот вот доход в день в токенах iGoop или там $32, это при условии, что вы заработали в день 100 энергии. То есть 100 единиц энергии. Вы выполнили все задания. Если вы заработали меньше, вы получили меньше. Это тоже косячок. Потому что у вас с первых дней не получится однозначно зарабатывать 100% энергии. Нам ежедневно, ребята, нужно зарабатывать 50% энергии, то есть 50% от всего нашего дохода за счет нашего Инстаграма либо ТикТока. То есть у вас должен быть определенного уровня Инстаграм, чуть позже я вам расскажу, в котором вы в сторис выкладываете картинку. В случае с моим питомцем картинка выглядит вот так. Я играю в Eguverse, я зарабатываю $30 в день. Ну, как вы поняли, это брехня. Я зарабатываю $17 в день. И вот такая картинка. Вы ее должны выложить. Ваш аккаунт должен быть там открыт, потому что другие пользователи должны вашу картинку найти и ввести этот код. Это вторая часть задания. Вот это вот называется Find Other Pets. Вы нажимаете на кнопку, вам показывается ссылка на Инстаграм. Вы переходите в этот Инстаграм, заходите в раздел Stories и там ищите вот эту вот картинку, которую я вам только что показал. Оттуда вы должны записать, ну, вбить, я на память уже их запоминаю, эти коды. Вот эти вот коды, типа, без решетки, N1Q9CC. Это код был моего питомца, то есть человек должен зайти ко мне в Инстаграм, найти в сторисах вот этот код и вбить его. Там будет окошко для вбивания кода. Сделать это нужно 10 раз, за один код дается 2 энергии. То есть вы видите, то есть 2 задания, то есть 50 плюс 20, даже уже 70% вашего заработка зависит от вашего аккаунта, либо Инстаграм, либо ТикТок. И я бы сказал не 70%, не 50%, а реально все 100%. Потому что, как вы помните, ваш питомец сожрет 50% энергии. Если вы не выполнили вот первое задание, то есть вы по факту уже максимум смогли заработать только половину. А если вы не выполнили второе, вы заработали вообще уже как бы 30%. А ваш питомец должен сожрать 50%, то есть вы еще должны будете доплатить. Так что отсюда сразу следует, если у вас нету Инстаграм аккаунта вообще или ТикТока, вообще сюда не суйтесь. Здесь, конечно, есть и положительный плюс, то есть все, абсолютно все, кто играет в игру, обязаны ее рекламировать через свою соцсеть, либо через ТикТок, либо через Инстаграм.
Ну, благодаря вот этим вот первым двум заданиям. И это дает большой буст и рекламу бесплатную для этого проекта. Поэтому как бы я в него и зашел. Он какое-то время он поживет. Следующее задание, это нужно пройти 1 километр не более чем за 20 минут. Ну, как бы сами понимаете, это вообще легкотня. И вот это вот тоже задание, еще на котором дается 15 энергии, которое тоже, как вы видите, я не смог заработать. Здесь нужна определенная тренировка. Это игра по типу бегущего динозаврика в хроме, к которой нужно привыкнуть. Потому что, как видите, у меня не получилось. Ну, там, с первых пару попыток. Но здесь хорошо, что можно будет потренироваться. Первый раз, когда вы зафейлитесь, вы сможете дальше продолжать играть, но уже просто бесплатно. То есть у вас 3 попытки есть. Вы можете 3 раза умереть, вам нужно собрать 1000 ягодок. Ну, не 1000 количества, а 1000 очков насобирать этими ягодками. У меня получилось только 300. Давайте нажмем, может она с мобильной версии запустится. Давайте нажмем Start Play. Интересно, запустится или нет. С мобилочки. С браузера. Да, ребята, смотрите, запускается. Это вообще отлично. То есть можно даже без телефона играть. Вот, смотрите, 3, 2, 1. Так, интересно, пробелом прыгать или мышкой? Мышкой. Вот. Вот так вот бежит эта игуана. И вот видите, опа, я умер. То есть, и, естественно, это все дело ускоряется. Но я понимаю, что как бы для тех, кто любит в это все дело играть, это будет несложно. Я, в принципе, может, с компьютера попробую в следующий раз. Может, у меня получится насобирать это все дело. Но, как вы видите, вот я насобирал сейчас уже 140. На самом деле, для многих это не будет проблемой. Но, думаю, для половины это будет определенная проблема. Вот так вот. Ну, у меня, собственно говоря, и получилось, да. Оно потом ускоряется и прыгать сложнее. Это дело привычки, я понимаю, у кого-то это все дело получится довольно легко и просто. Теперь давайте детальней, что же у нас здесь с Инстаграмом и ТикТоком. В информационном разделе в базе знаний есть такой пункт: требования к аккаунту. Есть требования к ТикТоку. У вас количество подписчиков должно быть минимум 500. На аккаунте должно быть не меньше, чем 7 видео. Количество подписчиков не может превышать общее количество лайков. Это вообще как-то непонятное требование. Здесь вот реально просто какие-то идиотские требования. Мне кажется, они со временем должны их будут убрать, потому что, ну, многие люди, ну, какая-то часть людей просто не сможет здесь играть из-за вот этих вот требований. Так, вы должны использовать только персональный аккаунт, никакого бизнес-аккаунта. Отчетная запись должна быть открытая, чтобы все туда могли зайти. Ваш аккаунт должен быть создан не менее чем 45 дней назад. То есть, если вы создали аккаунт вчера, сегодня или завтра, то вы не сможете играть. Нужно минимум 45 дней, ну, еще и 500 подписчиков. Хорошо, переходим к Инстаграму. Ну, собственно говоря, набрать в ТикТоке, ну, за просто так, ну, у большинства людей аккаунтов в ТикТоке нет, ну, кроме там, наверное, подростков и школьников. И просто так набрать там 500 подписчиков, ну, вот у меня вообще аккаунта нет. А если бы я его и завел, то надо как бы постараться его еще набрать. С Инстаграмом проще, то есть все люди, которые пользуются Инстаграмом, ну, как минимум 100 друзей, подписчиков, я думаю, есть у большинства. Ну, кстати, у меня не было, у меня 60. У меня было 60, ребята, я 2 года не пользовался своим аккаунтом, и он, естественно, не подошел. И он не подошел, потому что вы видите здесь вот failed, потому что мой аккаунт, они написали, что мой аккаунт, на нем не было активности больше, чем 10 месяцев, у них есть такое требование, и ваш аккаунт тупо не прошел проверку. И получается, то есть я вчера ничего не заработал, потому что этого нюанса я, в принципе, не знал. И, соответственно, то есть я выложил там в сторис картинку, но мой аккаунт не подошел, и все. То есть я 50% своих денег не заработал. То есть я половину дохода потерял вот сразу. Хотя вот это вот задание там про лайкать, найти эти коды других зрителей я нашел. Но я уже сразу оказался в нуле. То есть 50% я потерял, а остальные 50% ну, должен сожрать мой питомец. А если учесть то, что я еще тут не напрыгал 1000 очков, я насобирал здесь половину энергии, то я реально оказался в минусе. Вот такие вот дела, ребята. Так что нужно подключать правильный аккаунт. Я, кстати, аккаунт здесь можно изменить. Вы заходите в настройки аккаунта. Где это здесь? Вот на эту игуану нажимаете. Здесь есть будет раздел Social Accounts. И там вы можете отвязать свой старый аккаунт. Так я и сделал. Я отвязал свой аккаунт Инстаграма и привязал аккаунт жены. Потому что у него там есть и подписчиков, и активность. Но, опять же, нужно ждать до суток, пока, ну, скорее всего, там часов 12, по-моему, писали мне, что-то так в районе 12 часов, пока ваш новый аккаунт привяжется. А потом еще нужно будет знать, когда вы еще до 12 часов, пока вашу картинку найдут. То есть я реально сегодняшний день, скорее всего, тоже потеряю.
То есть я не просто ничего не заработаю, я еще и в минус могу уйти. Ну, суммарно за 2 дня у меня, видите, 44 насобиралось. А нужно мне там чуточку больше, по-моему. Ну, в общем-то, я в нуле. Второй день играю, ничего не заработал. Ну, пока тут привяжется этот аккаунт, нужно ждать. Идем дальше по Инстаграму. 100 подписчиков, 5 постов. Последний пост должен быть не позднее, чем 10 месяцев назад. Напомню, у меня в аккаунте там 2 года не было активности, у меня было 60 подписчиков. Ну, опять же, он должен быть создан не позднее 45 дней, должен быть открытый, не должен быть аккаунтом предприятия. Опять же, здесь есть еще одно какое-то идиотское требование. Как его там правильно посчитать, я не представляю. Соотношение лайк и подписчик. Среднее соотношение количества лайков, просмотров к видео, количество подписчиков должно превышать 1 к 10 для аккаунта. То есть 1000 подписчиков, то есть каждый мой пост должно пролайкать не меньше 10% людей, которые его просмотрели. Ну, блин, я вообще я как бы Инстаграмом не пользуюсь, ну хрен его знает. Ну, а если у меня не лайкают мои посты, так что? Ну, вот реально требование дурацкое. Ну, еще местонахождение. Большинство подписчиков должны быть из страны, где находится владелец. Тоже какой-то бред. Допустим, если русскоязычный человек живет в Америке, то все его подписчики находятся там, допустим, в странах СНГ, а он в Америке, то есть иди и гуляй полем. Ну, сами понимаете, требование идиотское. Еще по поводу постов. То есть люди, некоторые жалуются, что они выкладывают пост, их аккаунт вроде как соответствует требованиям, но их картинка не проходит проверку. Ну вот здесь вот там что-то пишут, что там ваша картинка не была распознана. То есть в моем случае здесь пишут, что у меня просто аккаунт устарел, но они здесь пишут, что будьте внимательны, там выкладывайте картинку, чтобы было хорошо видно ваш Pet ID, там все остальное, ничего не было перекрыто и так далее. Жалобы поступают такие от людей, что ты реально вроде как сделал все правильно, а человек, это же как бы вы, другие люди, вот выполняя второе задание, находят ваш аккаунт и должны руками это провести. И там есть галочка. Могут люди сказать, что они не нашли у вас в сторис эту картинку. То есть человек может зайти и сказать, что он как бы там слепой или ленивый, или злой, нажал вам, что картинки нет, и все, вы потеряли 50% дохода. Вот так вот изи может быть. Ну, либо просто люди реально не понимают, что их аккаунт не соответствует вот тем требованиям. Допустим, у них нету активности, соотношение лайков и просмотров неправильное, и им просто аккаунт их не засчитывается. Может быть и такое. Но если другая сторона, мне, допустим, попадался на проверку аккаунт вот этого человека, ну, тут, надеюсь, зарисовал, ничего, тут ребенок спиной, вроде все зарисовал. Короче, видите, у него 67 подписчиков, но я к нему зашел, нашел у него в сторис картинку с кодом и подтвердил его, то есть ему засчиталось. То есть требование к количеству подписчиков не такое критичное. Ну и Женя с моего телеграм-канала тоже писал, что у него вроде как тоже подписчиков меньше, но проверку проходила. Ну, отсюда делаем вывод, что подписчики, может, не так критичны, но активность аккаунта, как вы видите в моем случае, точно важна. Но если вы, ребята, социально неактивный пользователь и не любите Move to Earn игры, присмотритесь к другим Play to Earn играм, таким как, например, Age of Mars, где мы строим базу на Марсе, добываем ресурсы, потом их продаем и на этом зарабатываем деньги. Или же вторая игра, это Cannaboys, где мы садим, выращиваем кустики, продаем это все дело за доллары и на этом тоже зарабатываем. Итак, ребята, давайте подведем краткий итог. Из положительных. Игра сейчас набирает хайп. Это хорошо. Реальная окупаемость в районе 45 дней, там 35 дней, кому как повезет, это тоже хорошо. Рекламируют сейчас популярные люди. Кстати, не сказал, Криптус тоже у них стали амбассадорами. Это большой хороший криптоканал Криптус. У них мега-супер агрессивный маркетинг в смысле рекламы. Все игроки обязаны его рекламировать. Даже если вы президент, как говорится, чтобы заработать что-то в этой игре, вы обязаны постить в сторис фотку своего питомца с кодом. Это еще один плюс, который пушит просто ракетными темпами на данный момент эту игру. Плюс пользователей в игре еще довольно-таки мало. Там что-то в районе, может, там 100 тысяч, а активных, по-моему, вообще меньше 30 или 60 тысяч активных пользователей. В общем, цифра небольшая для Move to Earn. У того же Волкина и Степна было там 2 миллиона юзеров. То есть есть куда расти минимум x10. Ну, а из минусов это лютый геморрой с социальными сетями, от которых у вас зависит большая часть дохода. Окупаемость, больше, чем 20 дней, больше, чем 30 дней.
Вы должны хорошо уметь прыгать на игуане, у вас должен быть соответствующий Инстаграм профиль, и если вы что-то там завтыкали, то вы сразу с Инстаграмом, то вы реально сразу ничего не зарабатываете. В общем-то, вот такие вот, ребята, дела. Ну, если после всего сказанного вы все-таки решили сюда зайти, то буду благодарен, если вы воспользуетесь ссылкой в описании на скачивание, либо введете вручную мой реферальный код в разделе вот здесь на второй вкладке My Referrals. Эту табличку, ребятки, оставлю вам, как всегда, в нашем любимом файле, ссылка на который есть всегда в описании под каждым видео. Файл совсем полезный. И вот тут вкладочку, сейчас я ее как раз переименую Iguverse. В общем, со своим аккаунтом, как я сказал, я вопрос решил, я подключил Инстаграм своей жены, потому я пока что остаюсь в игре, никуда ничего не продаю. Кстати, чуть забыл сказать, если вы захотите продать питомца, то это тоже сейчас проблема, потому что внутри игры магазин пока еще не работает, а продать его можно только на TOFU NFT, как мне сказали, но я туда не заходил, не проверял. Теперь все, всем пока.